Это самый универсальный дом на данный момент. И сейчас я объясню тебе почему. Каждый раз, заходя на вайп, ты всегда начинаешь с полного нуля. У тебя нет в игре мам, пап, кредитов, а значит и дом должен быть такой, который не будет требовать от тебя чего-то сверхъестественного. В сегодняшнем доме ты будешь начинать именно с кибитки 2 на 1, где ты в соло или вдвоем с другом сможете делать всякое. Убери свой член подальше, Уолтер. С кибиткой мы разобрались. Ну что, самое отличительное в моих имбовых домах, это то, что все они строятся постепенно. И даже на втором этапе этого дома вы уже сможете отстреливать тех, кто будет бегать у вас под домом. Вы правильно подумали. Это мой любимый первоначальный отстрел, который в будущем превратится в неулутаемый склад оружия, забрать лут с которого можно только ценой в 7 ракет. А это уже достаточно затратно. И у вас таких лутовых будет 2, прям по бокам дома. Также у вас будет своя личная территория под домом. Не такая огромная, как у кланов, конечно, но зато в ней будут имбовые турели, которые находятся за 2 сетками. Максимально простой турельный отстрел. Куча пиков на крышу, место для коптера, ветряки ПВО, комбат спавна и я, который сейчас покажу тебе эту пушку изнутри. Я всегда делаю красивые дома, и этот дом не исключение. И чтобы полностью построить этот дом, вам хватит одного ящика ресов. Дом строится поэтапно, и оно здесь очень продуманное. Когда билдить будем, я вам покажу. Всего в этот дом 4 входа снизу. Каждый вход охраняет своя турель, которая находится за 2 сетками. Но если турель вам прошли, то их встретит гантрап. Я тут притаился! К слову, таких гантрапов на территории у вас аж 4 штуки. Плюс с этого отстрела вы можете контрить свои первые двери входа на территорию. Абсолютно весь внутренний компаунд поделен на 4 части. А это значит, что если вас начали рейдить с какой-то стороны, они не смогут занять всю вашу преддомовую территорию, а только часть. И у вас в любом случае останется доступ к дополнительным кроватям, ящикам и так далее. Ну и постреляться со всех этих отстрелов вы тоже с ними сможете. Дом полностью симметричный, но несмотря на это, вход в сам дом всего лишь один. И ведет он сразу на 2-й этаж. Здесь можно печку, люк, лестницу использовать как по кайфу. Но мне печка больше нравится. 2-й этаж в этом доме максимально удобный и просторный. Здесь находится 2-й верстак, 3 спальника, турель, гантрапы, пока на них лимита еще нету, и 2 нелутаемых локера, которые в самом начале выполняют функцию первоначального отстрела. Турели в этом доме прям по лимиту, 12 штук. За МВК дверьми располагается такая вот удобная лутовая на 10 ящиков. Здесь можно скинуться, шприцы на крафт поставить и так далее. На 3-м этаже располагается чайварилка, а также дополнительная турель, которая обязательно вам поможет, если вас начнут рейдить через отстрел. Это основной комбат спавн в этом доме. Здесь находится локер, большой аккумулятор, а также магазины, в которые я рекомендую складывать все для онлайн-защиты. Гранаты, скоростные шприцы и так далее. Я соболезную тем, кто захочет занять отстрел в этом доме, потому что сделать это будет очень сложно. Здесь по кругу располагается 4 турели, и каждая турель контрит 2 другие. Ну а когда вы уходите на ночь спать, то весь отстрел можно закрыть гаражками. Повозиться с этим делом рейдерам точно придется. Если вы кого-то подстрелили и хотите его залутать, то с отстрела очень легко дропаться таким образом. Это очень мобильный дом. Передвигаться по нему, да и в целом использовать будет очень комфортно на вайпе. Ну а перед тем, как выйти на крышу, вы можете всю эту крышу распекать отсюда. Самая верхняя часть этого дома получилась очень хорошо, на мой взгляд. Во-первых, здесь есть защищенные турели, которые будет сложно сломать с коптера, а также дополнительные места спавна для вас и ваших друзей. Плюс за соло-дверью располагается такой вот имбовый пик в самый низ. И вся его сильная сторона в том, что с него вы сможете с легкостью отстреливать тех, кто будет у вас под домом. Но при этом, если напротив вас поставят вышку, вас будет весьма сложно убить, да даже заметить. А это при онлайн-рейде будет очень важно. Обратите внимание, что на всем отстреле стоят куча гантрапов. И мой вам совет, если у вас есть на вайпе ресы, обязательно ставьте их, потому что только они могут хоть как-то компенсировать ограничения на турели. Также в этот дом я просто не мог не запихнуть хоть какую-то нычку. И здесь эта самая нычка находится за магазином. Открываем дверь, потом смотрим вот сюда в щелочку и получаем доступ к маленькому ящичку. Если у вас есть DLC с бочками, то вы знаете, на что можно заменить этот маленький ящик. Этот ящичек, если что, должен быть обязательно на кодлоке. Подъем и спуск у нас здесь через печку. Далее через аэрлок мы попадаем в нашу основу 2 на 1. Здесь находится 3-й верстак, ящики накиданы, а также наш шкаф. Его обслуживание перед вами. Ну и само собой лучше здесь проем не ставить, чтобы была возможность сделать МВК кубик. Будет, конечно, не очень удобно, но весьма велика вероятность, что внезапный рейд это остановит. Лично мне очень понравился этот дом. Но у меня для вас есть еще кое-что. Этот дом, безусловно, хорош. Но я напомню, что на моем бусте у меня каждый месяц выходит по несколько приватных домов. Конкретно сегодня я выложил туда вот такой топовый дом. И чтобы его зарейдить, придется потратить очень много. Удобные лутовые, спрятанный шкаф, топовый отстрел, нычки, бункеры и все это 12-я приватка, которая уже доступна к просмотру. На бусте у меня выходит по 2 ролика в месяц. И всего лишь за $2 ты получишь доступ ко всему, что я туда публикую. Там уже
уже море приватного контента, и ты точно не пожалеешь. Ссылка на Бусти будет в описании. Присоединяйся. Как всегда, я рекомендую сразу накинуть будущий план фундаментов дома. Этот дом максимально неприхотлив к рельефу. Основа здесь будет 2 на 1 с треугольниками. Наш основной мейн будет из МВК. Все остальное железное. Я буду улучшать сразу в конечный вариант. Вы же можете делать поначалу все из камня. Я советую сразу строить эту кибитку с эйрлоком. Для этого вам понадобятся 2 одиночные двери. Скрафтите их лучше заранее. Также не забудьте, что к шкафу не нужно ставить проем для двойной двери, потому что там обязательно нужно оставить возможность сделать МВК кубик. Сейчас я вам покажу самое идеальное расположение всех вещей в этой кибитке. Как всегда, свет я добавляю для вашего удобства, чтобы вам было все видно. По итогу у вас здесь будет 3 больших ящика, 3 печки, а также первый верстак и 4 спальника. Снаружи ваша кибитка, если что, выглядит как обычная 2 на 1. Ну а глазами игрока все это выглядит именно так. Всем удобно пользоваться, достаточно просторно и на все хватило места. Даже чтобы поставить стенку ничего не мешает. Обязательно проверяйте, что она у вас ставится, чтобы если что застроиться, мало ли вас рейдить начнут прямо со старта. Как только у вас появляются дополнительные ресурсы, я сразу предлагаю делать выход на 2-й этаж. У этого действия много плюсов. Во-первых, самое очевидное, вы добавляете себе одну дополнительную дверь, а также под сидышем будет уже не так комфортно сидеть у вас на крыше, потому что они будут для всех вокруг как на ладони. Вы подниматься домой будете через соломенную крышу. Ее ни в коем случае не улучшайте, потому что выдолбить ее будет весьма проблематично. Сейчас мы будем с вами грамотно застраивать 2-й этаж. На этом моменте самое главное не накосячить, потому что здесь будет первоначальный отстрел. Вы все меня спрашиваете, где я тещу свои дома. Почти все свои дома я тестирую только на серверах Раструма. И как раз таки завтра на лонг-сервере там произойдет вайп, куда я залечу тестировать уже новый дом. Каждый вайп у нас проходит масштабные розыгрыши, где уже один клан смог забрать свои 100 тысяч рублей. У нас уникальная сборка сервера и практически полностью отсутствует донат. А если вы все же захотите что-то купить, то мой промокод GOODPICK поможет сэкономить на покупках. Все ссылки и коннекты будут в описании. Увидимся на проекте. Надеюсь, вы правильно застроили первоначальный отстрелочный этаж, потому что сейчас мы делаем уже основной вход в дом. Как я и говорил ранее, я предлагаю делать его через печку. Если вам она не нравится, то ставьте люк или лестницу. Также, если у вас появится гантрап, ему самое место прямо над этой печкой. Здесь обязательно добавляйте полку посередине стены. Там или печки электрические можно поставить, гантрап, ящики, турель. В общем, не пренебрегайте этим потолочком. По итогу у вас получается такой вот основной уже вход в дом. В принципе, пользоваться всем удобно. Правда, плавить в этой печке я бы ничего не рекомендовал. Теперь, когда с этой стороной мы закончили, нам нужно немножко переделать другую сторону, где у нас изначальный подъем был. Здесь мы должны сразу сделать подъем уже на 3-й этаж. Двойную дверь отсюда можно снять, ее мы сейчас переставим чуть повыше. Здесь, пожалуйста, повнимательнее. Обратите внимание, что сначала полустенка, на нее уже оконный проем. Это нужно для будущего отстрела, который у нас будет на крыше. Ну и по итогу, смотрите, основной вход в дом у вас уже есть, подъем на крышу у вас тоже есть, и снаружи все это дело выглядит именно так. Кто-то из вас, возможно, скажет: смотри, GoodJoint, у тебя там можно оконный проем выдолбить. Если вам его выдолбят, то это не даст ровным счетом ничего. Так что это, наверное, последнее, о чем надо переживать. Далее смотрите, с той стороны, где у нас 2 двойные двери смотрят в одну сторону. В этом месте мы должны сделать заготовки под будущие лутовые. Здесь по итогу у вас будет 2 раздельные лутки по 5 ящиков в каждой. Смотрите, слева получается у нас спуск, а справа вот эти 2 двойные двери, про которые я говорил. Также обратите внимание, что эта лутовая у нас утоплена на полэтажа вниз. Сделано это, логично, для большей вместимости. 2 эти лутовые полностью идентичны друг другу. Обратите внимание, что если знать, куда бахать, то эти лутовые можно вскрыть 2 по цене одной. Но этого легко можно избежать. Во-первых, можно наружные стенки в МВК улучшить, а также снаружи можно добавить 2 дополнительные разделительные стенки. Но я бы на вашем месте просто в МВК улучшил. Что там, 100 потратите и все. Нет, я не говорю, что 100 МВК это мало. Я просто предлагаю решение. Я думаю, вы заметили, что во всех своих домах я использую самые красивые скины. А на Rust for Real как раз вышло масштабное обновление. Абсолютно новый алгоритм, созданный искусственным интеллектом. Теперь, благодаря сбалансированным крейтам, шанс проиграть стал меньше, а окупиться выше. На проекте, помимо обычных крейтов, вы можете улучшить с определенным шансом уже выигранные скины, что дает возможность увеличить общий балик в несколько раз буквально на ровном месте. А использовав мой честный промокод SHOT, вы можете пополнить деп и получить бонус в 25% от суммы. И на этом бонусы не заканчиваются. В честь обновления у каждого пользователя есть возможность получить дополнительно 100 деревянных к пополнению. Для этого нужно активировать специальный промокод, который спрятан в моем ролике. Обязательно переходи на сайт только по моей ссылке, которая будет в закрепленном комментарии. Вводи мой честный промокод SHOT и окупайся вместе со мной. Желаю тебе удачи. Кто не промотал, спасибо. Далее смотрите, под нашим первоначальным
начальным отстрелом мы добавляем полку посередине стены и закатываем все это в стенки. С другой стороны, где у нас стоит окно, делаем все то же самое. Потом в будущем мы туда поставим нелутаемый локер. Ставить его сейчас не обязательно, как его ставить я покажу в конце. Наш домик уже выглядит весьма сладенько для рейда, поэтому сейчас я предлагаю поставить уже дополнительные стенки до нашего мейна. Те стенки, доступа к которым у вас потом не будет, апайте хотя бы в металл. Также, кто помнит, тот помнит, у нас здесь была еще одна нычка. Но этот маленький ящичек за магазином. И сейчас я покажу сразу, как его делать. Для начала, это самое первое, мы избавляемся от этой одиночной двери. Далее просто застраиваем эту буферку изнутри. Потом мы должны скрафтить маленький ящичек и обязательно кодовый замок. Ящик устанавливаем примерно на таком расстоянии. Двойная дверь, которая находится справа, вам тоже будет мешать, пока что ее надо снять. Далее смотрите, разворачиваем магазин лутаемой стороной к себе. Как только чувствуете, что магазин свободно ходит влево-вправо, тянете влево и устанавливаете. Ящик в эту щелочку будет лутаться без проблем. И даже дверь отсюда можно поставить без каких-либо сложностей. Если у вас магазин будет постоянно хотеть вертеться, то просто положите в него что-нибудь. Когда в нем что-то лежит, вертеть его нельзя. Теперь идем на нашу крышу пока что и грамотно ее застраиваем. Не забудьте, что здесь у нас должны быть заготовки под будущие пики на крышу, а также оконный проем, в котором в будущем будут стоять магазины. Это 3-й этаж этого дома, и здесь у вас будет находиться основной комбат спавн. А это значит, что весь 3-й этаж лучше всего улучшать в металл. А если будет лишний МВК, то потолки я бы как раз таки в него и апнул. Мало ли там МЛРС вас запустит. Также, помимо того, что у нас здесь располагается локер, у нас здесь должен стоять еще и большой аккумулятор. Турелей в этом доме 12, а аккумулятор всего лишь 1. Но у нас же есть еще маленькие аккумуляторы, которые апнули недавно. 3 лишние турели как раз таки можно на маленькие аккумуляторы и перевести. Если ты не шаришь, как подключать турели, то вот специально для тебя прилагаю схему. Это на 9 турелей, если что, надеюсь, разберешься. Обратите внимание, что сюда как бы можно к вам заглядывать. Пресечь эти попытки можно таким образом. И закрепляем то же самое с другой стороны. Также я предлагаю сразу сделать уже будущие выходы на саму крышу. Делается это максимально просто. Главное делать все так, как это делаю я на видео. Все потолки в этом доме я рекомендую улучшать сразу в металл. Так вы сэкономите себе просто кучу ресов. Да и в целом потолки дешевле в металл апать сразу, чем в камень. Одну сторону мы сделали, и с другой стороны мы делаем все то же самое. Для выхода на крышу я здесь добавил всего лишь одну двойную дверь. Прям под ней, по идее, должна стоять гаражка. Если у вас ее нет, тоже ставьте двойную дверь. Но это я сейчас говорю про тот случай, если вы не до конца построили себе отстрел и не хотите, чтобы кто-то в эти пикательные окна к вам заглядывал. Теперь самое важное в этом доме — это основной отстрел. Ориентиром будет служить наш вход в дом. По центру устанавливаем высокий фундамент. Это если ресов хотите сэкономить. Если он не ставится или еще какие-то проблемы, то ставьте низкий и просто добавляйте полустенки. Сейчас мы с вами делаем ту сторону, где у нас будут стоять турели. То есть входа здесь не будет. По улучшениям скажу сразу, центральную часть этого отстрела всю апайте в металл. Фундаменты, оконные проемы, фреймы, все. Потому что когда будут рейдить ракетами, отстрел должен остаться стоять. Боковушки уже можно улучшать в камень, потому что они плюс-минус ни на что не влияют. Здесь обязательно добавляйте эти треугольники для стабильности. Прямо над входом устанавливайте потолок, потому что там мы будем ставить дополнительную дверь. Я очень часто вижу в своих домах, что вы ставите почему-то в эти фреймы не сетки, как я показываю на гайде, а решетки. Тюремные решетки — это же вообще useless тема. Зачем вы их используете? Ну да, они крепче сеток, но камон. Турели через них стреляют плохо, вы через них стреляете плохо. Ставить их себе под отстрел — это себе в первую очередь руинить. Вот вам сравнение. Через сетку никак ракета не пролетит, а через тюремную решетку пролетит еще как. Обратите внимание, что эти треугольные крыши нужно ставить до того, как вы поставите потолок над турелью. Я чуть-чуть попозже объясню, что я имею в виду. Также не забудьте, что на отстреле у вас находится сразу 4 турели. Все эти 4 турели стоят на треугольных потолках. И этот треугольный потолок нужно поставить заранее. Потому что если вы сначала поставите треугольные крыши, потолок вы уже не сможете туда поставить. А это значит будет минус турелька. И такое я не одобряю. Как вы помните, внизу мы всю центровину улучшали в металл. Здесь мы тоже все улучшаем в металл. Ну, разве что внутренние фреймы можно в камне оставлять. И треугольные крыши вот эти. Которые верхние, я имею в виду. Фреймы не стенки, так что турель здесь поставится при любых раскладах. Помните, я вам говорил про потолок, который обязательно нужен над турелью? Смотрите, здесь прям как по гайду должна стоять турель. Но если потолка не будет, эту турель можно будет взорвать с помощью гранат. Именно поэтому прям над ней обязательно нужен потолок. Но этот потолок вы не сможете
можете поставить, если у вас уже будут стоять треугольные крыши. А это значит, сначала ставим потолок и только потом уже треугольную крышу. Дом у нас полностью симметричный, и с другой стороны мы делаем абсолютно все то же самое. Если у вас возникнут какие-то сложности с этим домом или с любым другим домом с моего канала, то вы всегда можете обратиться в Discord моего канала, который называется GoodJoint. Я или моя команда помощников вам обязательно поможет по любым вопросам в игре. Ссылка на Discord будет в закрепе. Если кто-то запутался, то это именно та сторона, где у нас располагаются нелутаемые локеры. И именно с этой стороны у нас будет вход в наш внутренний компаунд. Здесь действуют абсолютно все те же правила. Середину мы улучшаем в металл, а боковушки в камень. Здесь также нужно поставить обязательно треугольники для стабильности. Если есть ресы, то их тоже желательно в металл лапать. Также обратите внимание, что вот эти потолки, которые я сейчас буду ставить сверху, нужно поставить именно сейчас, до того момента, как вы поставите треугольные крыши для отстрела. Потому что потом вы просто тупо их не поставите. И эта проблема уже никак не решается, только взрывать или выдалбливать. Здесь также не забудьте треугольный потолок посередине, там если что будет стоять турель. А так в целом все идентично тому, что мы делали ранее. Хотя нет, отличительные моменты здесь все-таки имеются. Если в тех отстрелах мы могли эти крыши улучшать в металл, то с этой стороны эти крыши лучше оставлять в камне. И если они будут в камне, они не будут давать вам провалиться вниз. Если они будут в металле, то вы здесь будете падать. Если что, я здесь не упал, потому что у меня буферка из нового скина, вот этот контейнер. У него текстурка немножко пошире обычного металла. Но здесь также все потолки в металл, а самую верхушку, крыша имеется в виду в камень. И по итогу вот такой вот замечательный отстрел у вас получается. Вдаль стрелять можно, под себя стрелять можно. Вниз не проваливаешься, кайфы. Снизу у нас должна стоять соло-дверь и сетчатая дверь. Сетчатая дверь здесь должна стоять обязательно, не двойная, обычная. Потому что нам обязательно нужен этот эффект прострела от турели. Ну и треугольные крыши снизу можете хоть сразу ставить. Они тут ничему мешать не будут. Ну и по итогу, считайте, вы одну сторону отстрела сделали. Все здесь правильно, на первые двери прострелы есть, вдаль стрелять можно, вход на территорию контрится. Но и так как дом у нас полностью симметричный, с другой стороны мы делаем абсолютно все то же самое. И дом уже становится очень красивым. Снаружи, когда все самые важные отстрелы у вас подняты, дом должен выглядеть именно так. Теперь смотрите, между нашими отстрелами у нас есть такое пустое пространство. Ставим оконный проем, сбоку от него около щели устанавливаем фрейм, накрываем все это дело потолками, устанавливаем дверь, чтобы закрыть эту щель, и считайте, все вы сделали. Теперь мы должны повторить эту процедуру еще 3 раза. Со всех сторон все одинаково. Самое главное, смотрите, чтобы двойная дверь со всех сторон закрывала щель. А то если вы этого не сделаете, то к вам залезть можно будет. Теперь мы переходим уже на саму крышу нашего дома. Там, где у нас располагаются щели, мы ставим турели, то есть между нашими пиками. Именно в этом месте и должны стоять наши кровати. Обратите внимание, что если у вас нет ни одного платного скина на камень, то вы обязательно сначала должны поставить кровати и только потом закрывать крышами. Если сначала поставите не скинованный камень, то кровати уже не влезут. Скины на постройке купи, бусти у GoodJoint купи, проходку на Раструм купи. Бабки, сука, бабки! Сука! А между прочим, мы уже второй ветряк тут воткнули. Ветряки это, конечно, хорошо, но так-то у меня здесь еще и ПВОшки стояли, а их место как раз-таки прям между ветряков. Если что, они стоят именно там, где у нас выход на крышу. И в их установке абсолютно нет ничего сложного. Далее, если вы все делали по гайду, то у вас остаются такие вот пустые места. Именно туда мы и ставим проемы для одиночных дверей. Далее устанавливаем фрейм для треугольного люка, и на этот фрейм устанавливаем треугольные крыши. Ставить дверь или не ставить, это уже по желанию. Ну и повторяем данную процедуру еще 3 раза. Если стабильности по каким-то неведомым мне причинам у вас будет не хватать, то просто внизу на отстреле еще пару фреймов добавьте и точно хватит. Ну и заключительным аккордом на нашей крыше мы устанавливаем такие треугольнички. Никакой особой защиты в этом нету, это чисто эстетическая сторона. Когда вы полностью построили дом без компаунда, он должен выглядеть именно так. А в установке стенок вообще нет ничего сложного. Просто подходите и ставите. Меня всегда спрашивают, а можно ли использовать каменные стенки вместо деревянных? Конечно, можно. Я ставлю деревянные, потому что так просто красивее. Стенки везде ставятся одинаково, не буду акцентировать на этом внимание. Теперь на наши треугольнички с каждой стороны нужно добавить колючки. Ставим вспомогательные треугольные соломенные потолки, потом по центру ставим колючки, потолки убираем, колючки остаются висеть. И повторяем эту процедуру еще с 3 сторон. Я хотел бы сказать, что это все, но на самом деле это не так. Здесь есть еще парочка моментов, с которыми у вас могут возникнуть сложности. Но с внешкой этого дома мы полностью закончили.
закончили. Первый важный момент — это вот эти магазины на отстреле. Ставьте их с открытыми двойными дверьми, я ориентируюсь по ним. Единственное, с чем вы можете здесь накосячить, это сделать большое расстояние между магазинами. Между ними щелей быть не должно. Если сомневаетесь, лучше потренироваться на креативе. Также один очень прошаренный подписчик сказал мне, что локеры, оказывается, можно ставить даже не спускаясь вниз. То есть вы можете просто подойти и прямо отсюда поставить этот шкафчик. Я прям удивился, когда узнал. Вроде 16 тысяч часов, а обучаюсь до сих пор. Ну и чтобы этот шкафчик стал нелутаемым, над ним нужно добавить такой вот железный потолок. С другой стороны, все аналогично. Отдельную благодарность хочу выразить Nuker Pro, а также Максиму Максимову. Ну и всем остальным, кто имеет золотую подписку. Спасибо, что больше остальных поддерживаете меня на бусте. Если ты также хочешь попасть в видос, то ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр и чекайте другие мои ролики. Ну а я пошел придумывать новый дом.